Дачный поселок под Нижним Новгородом. Конец октября. Падает снег вперемешку с дождем. 3 часа 17 минут утра. К воротам идет девушка. И по ее походке видно, что она приняла какое-то важное решение и тут же собирается его выполнить. И вдруг уже у самых ворот с открытой калиткой она резко сворачивает, делает несколько шагов и пропадает. Девушку зовут Юля Розова. Ее мама 6 лет пытается узнать, что произошло с ее дочкой. Есть официальная версия, но Наталья в нее не верит. Слишком много нестыковок. И сейчас у них въезд по пропускам, ворота закрыты, вон там вот есть красная кнопка, просто так не пройдешь. А это мы сейчас с вами подходим к дому, где гуляла компания из 9 человек. Я знала, что приходит у них из армии их общий друг, и что они будут отмечать его возвращение. То, что они поедут в СНТ, мне никто не сказал. Эта история началась 29 октября 2019 года. Компания друзей собралась на даче в садовом товариществе около поселка Березовая пойма. Это километров 25 от Нижнего Новгорода. Компания – это 5 парней и 4 девчонки. Среди них есть пара – Юля и Дима. Их отношениям уже больше года. Они живут вместе. Девушка выглядит очень юной, как подросток, но на тот момент ей был уже 21 год, и у нее своя взрослая жизнь. С Димой они жили отдельно от мамы Юли. И вдруг этой ночью Наталья получила сообщение от дочери. Оно начиналось так. «Мама, помоги мне. Мне кажется, я в западне». Последняя наша переписка с Юлей была ночью около 3 часов 30 октября 2019 года. Она попросила какой-то помощи, помочь ей. Она хочет уйти от Димы, но у нее не получается. Ей опять хочется к нему вернуться. «Мама, помоги мне». Я у нее спрашиваю, прямо сейчас помочь? Она мне пишет, что он прочитал сообщение и ушел. Я подумала, что раз она пишет «он ушел», то Юля дома находится. А Дима, может быть, психанул, вышел на улицу подышать воздухом. Думаю, ну сейчас походит, вернется. Куда же ему еще возвращаться, как не в свой дом? Больше сообщений от нее не было. Думала, что Юля дома – это значит в Нижнем Новгороде. Юля и Дима жили по соседству от Натальи, и дочь всегда могла прийти к маме, если у нее были проблемы. Она и приходила. Но в эту ночь Юля была за городом. Через несколько минут после странного сообщения Юля будет быстро идти к воротам дачного поселка, а потом исчезнет. Вот здесь стояла камера, не на этом столбе, а вот тут. И вот видно, что по камере Юля проходит вот здесь и поворачивает за сторожку. С раннего утра Наталья звонила дочери, но телефон был вне зоны действия сети. Ну, каких-то плохих мыслей у меня не было, хотя мне было непонятно, почему я не могу дозвониться. 3 часа дня, 30 октября, мне позвонила ее подруга Марина. И говорит: тетя Наташа, а вы не знаете, где Юля? Я говорю: в смысле? А вот мы всю ночь гуляли, а Юля от нас ушла, и мы сейчас не знаем, где. Я говорю: где вы гуляли? В Березовой пойме. Я говорю: где? В какой Березовой пойме? Вы чего там делали? Ну, я вообще начала, конечно, кричать на нее, потому что у меня вот уже началась паника и истерика в связи с тем, что я не могу дозвониться до ребенка. Дима сам мне не позвонил ни разу. В 4 часа позвонила и спросила: Дима, ты где? Он говорит: иду, подхожу к дому. Я говорю: а где Юля? А я не знаю. Она вот убежала в лес, я ее очень долго искал, не нашел. И вот сейчас вот иду домой проверить, дома она или нет. Я говорю: ну, молодец. Ну, я ему прям грубо ответил, на что он мне сказал: да, я у вас всегда виноват. Я говорю: ну, а кто? Она с тобой уехала, и с тобой должна была приехать. А почему-то, говорю, она убежала, а ты вот к дому идешь. Написали заявление в полицию, и сразу начались поиски. Следователи выясняли, почему вообще девушка ушла с дачи в 3 часа ночи. Оказалось, что была очень веская причина.
Мы поехали в СНТ. Я поехала со своим мужем, забрали Диму с собой. И начали звонить волонтеры, спрашивать у меня разрешение, можно ли разместить информацию о поиске человека. Я сказала, что можно. Весь вечер 30 числа, кто приехали, были там. Потом потянулись, значит, друзья. Приехали сотрудники уголовного розыска. Наташа, а вы же, наверное, расспрашивали Диму и, может быть, Марину, что там произошло? Мы расспрашивали всех, и не только мы. Были же сотрудники полиции, которые при нас составляли протоколы, да, опрашивали всех участников, как и что происходило. Всю ночь мы там вот пробыли, чего только мы не наслушались, показания у них расходятся. В противоречивых показаниях друзей одно совпадало. Юля и Дима поругались. Они ссорились в отдельной комнате. И с ними был еще один друг. Возможно, скандал начался из-за того, что Юля узнала. Дима ей изменил. Получается, что в этот момент, до своего ухода, Юля узнала, что у Димы есть другая. Точного ответа нет. Они все молчат. Говорит только одна девушка, Настя. И вот она одна единственная писала, что находились в другой комнате Юля, Даня и, значит, Дима. Почему они находились в другой комнате и втроем? Ну, если, например, пара ссорится, зачем им третий? Было слышно, что-то падало, что-то двигалось, какие-то следы, может, борьбы, может, кто-то кого-то толкал. Когда, говорит, открылась дверь в эту комнату, выходил из комнаты Даня со словами «Я знал, что так и будет», что так и будет, тоже не осталось непонятным, что он знал. Юля толкала, значит, Диму в грудь, кричала «Отдай мой телефон», плакала и просила отдать телефон обратно. И когда, говорит, она вышла из комнаты, прозвучала, говорит, такая фраза: «Так вы все знали и молчали?» А что знали и молчали? Так я так понимаю, что этот вопрос был адресован Марине и Оксане, потому что компания вся это Юлины друзья, это не Димины друзья. Вы предполагаете, что они знали и молчали про другую девушку у Димы? Да, я предполагаю, что они знали и молчали про другую девушку. Я думаю, что вот она в этот момент психанула, и это послужило поводом, что она покинула дом и ушла от них от всех. Она в этот момент вышла из комнаты со словами «Вы все знали и молчали», и дальше она в сердцах ходит на улицу. Да. Девочки действительно были ближайшими подругами Юли. Есть много фотографий, где они втроем путешествуют, развлекаются, дурачатся. Что же происходило дальше на даче после ссоры Юли и Димы? Как раз в этом моменте, по словам Натальи, показания друзей расходятся. Та же самая Марина говорит, что Юля вышла из дома, потом она вернулась за кофтой, кофту она почему-то не нашла, ушла опять, значит, из дома, она, видите ли, пыталась ее догнать, но она не догнала, она пыталась ее остановить, но она не остановила. Кто-то говорит, что Марина вообще никуда не ходила, вы понимаете, вообще непонятно, кто куда ходил, кто куда не ходил. Дима говорит, что он убежал в лес, так я его тогда потом спрашивала, так ты за ней бегал в лес? Он говорит, нет. Я пришел домой и лег спать. Но зато, когда вот я ему позвонила, да, спросила, где моя дочь, он сказал, что Юля убежала в лес, а он очень долго бегал за ней, искал. Из фактов только то, что зафиксировала камера наблюдения. Качество плохое, потому что переснято Натальей с монитора компьютера. Вот Юля идет, сворачивает, исчезает. Время 3 часа 17 минут. Через 20 секунд появляются два парня. Дима, он справа, и его друг Даня. Идут вроде бы не особо переживая, не торопясь. Доходят до ворот, что-то коротко обсуждают. И Дима идет туда, куда свернула Юля. Они остановились около ворот, и вот здесь вот остался Даня. Дима побежал якобы за Юлей. Во время моего самого первого просмотра этого видео мне сразу же захотелось узнать, через какое время вернется Дима, пытаясь догнать свою девушку, которая среди ночи за городом в незнакомом месте ушла из дома. А откуда взялась информация, что он вызывал такси?
Они все об этом говорят, что Дима вызывал такси. Так что, зачем это такси? Чтобы Юля уехала от них домой? А там, знаете, как получается? В Димином протоколе, значит, он пишет, что они поругались, и он стал собираться. И, значит, Юля его спрашивает: ты куда? А он ей отвечает: туда, где ты больше не живешь. Она говорит: довези меня, значит, до дома, до мамы. А он ей отвечает: сама доберешься. И якобы он пошел встречать машину, как рассказывает он, а она их якобы обогнала. Видно, что Дима за ней побежал, не было его где-то минуты две. На самом деле Димы не было всего минуту. Вот он возвращается. Потом что-то там высматривает и показывает рукой другу. А я его тогда спросила, я говорю, что ты говоришь? Она говорит: я думала, что она могла там спрятаться. А потом они с другом стоят у ворот, курят. Проходит еще пара минут, и Дима снова уходит в ту сторону, куда ушла Юля. Он потом возвращается и говорит, что он Юлю не нашел. Так я ему тоже тогда задавал вопрос: не нашел или не хотел найти? Потому что видно, что Юля идет снег, остались следы. Если ты пошел, можно же по следам найти, догнать, вернуть. Ну, значит, не было у человека такой цели. Он вернулся, и потом они прошли обратно. А когда пришли обратно, он сказал, что он вернулся домой и лег спать. Вот здесь мы видим, что здесь идет дорога, которая идет по периметру всего СНТ. Здесь нету как бы ворот, которые вывели бы ее на трассу, вывели бы ее за ворота, за территорию СНТ. А теперь вот задумайтесь, глубокая ночь, точнее раннее утро, около 3:30. Юля уходит в темноту в совсем незнакомом ей месте. Хрупкая девушка, маленького росточка, 1,60 м, весом немногим больше 40 килограммов. Уходит в такой неподходящей для загородного отдыха одежде, когда сверху падает холодная смесь снега и дождя. И кажется, что в такой вот ситуации вся компания, все должны броситься тут же ее искать. Мы не знаем точно, сколько времени потратили друзья Юли на ее поиски. У нас есть только вот это видео, оно длится около 5 минут. И там есть только Дима и его друг. Они в основном стоят, курят, смотрят в телефон. Как будто чего-то ждут. Возможно, такси. В общем, все эти 5 минут не похожи на переживания и поиск. Друзья Юли, конечно, говорили следователям, что старательно искали ее. Но Наталья хорошо запомнила слова, которые Дима произнес на следующий день, после исчезновения Юли. Они прозвучали настолько чудовищно, что забыть их было невозможно. Но больше всего меня как бы поразили, опять же, слова одной из участниц, которая в своем протоколе пишет, что Дима на следующий день встал где-то 12:30 или 2 часа и говорит: а я никакого такси не вызывал, она где-нибудь уже в лесу трупик. Это с чего такие слова, которые потом оказались пророческими? Меня вот они очень сильно поразили. Пришли мои лапки. Это последнее видео Юли, не считая кадров с камеры наблюдения. Снимает ее Дима. Девушка такая счастливая, кормит голубей. Хрупкая, маленькая, но в ней всегда было столько энергии. А когда в ее жизни появился Дима, то она вообще просто светилась от счастья. В то время Юля училась в техникуме на повара. Я знаю, что они вместе учились. Она сначала скрывала, что у нее появился молодой человек, но бегала какая-то счастливая, влюбленная, убегала куда-то на свидание. Мам, я сейчас уйду, скоро приду, то с цветочками, то без цветочков. 8 марта 2018 года они отмечали как раз Международный женский день у него дома. И вот с этого дня Юля осталась у него жить. Мама, он меня спросил, говорит, мы вместе? А я почему-то ответила, что да, мы вместе. И вот я у него осталась. И вот с 8 марта 2018 года Юля проживала вместе с Димой в квартире Диминой мамы. А где они жили? Недалеко от меня, в 2 остановках. А кто из них чем занимался? Когда Юля ушла к нему, работала администратором в отеле сутки 52. А Дима на тот момент работал поваром. Первое время все было хорошо.
Она еще и училась, заканчивала техникум и хотела поступать в институт. И казалось, все вообще отлично складывается. Есть планы на будущее, есть любимый человек и близкие друзья. Все те люди, с которыми Юля была на даче в ту самую ночь. Они рассказали, что Юля ушла даже не зарядив телефон, а заряда оставалось всего 5%. Из протокола допроса одной девушки она пишет, что в ту ночь всю ночь выхватывал телефон у Юли из рук. Для чего он это делал? Она не смогла даже его зарядить. У нее был 5% зарядки на телефоне, это подтверждают все. Не одеваясь или одеваясь, с севшим телефоном уходит в лес. Нет, подождите, не в лес. Она выходит из дома, и она находится на территории СНТ. То, что она ушла в лес, таких данных нету. То, что она покинула территорию, таких данных нет. То есть то, что мы достоверно знаем, что она вышла из дома, она была одета. Она была одета не по-зимнему, в легких кроссовках и вот в своей золотистой куртке, в джинсах. И даже кофту, как оказывается, она не нашла, хотя якобы за ней возвращалась. Вышла, телефон у нее севший, и пошла. По камерам мы видим, что она завернула налево за дом. Фактов того, что Юля сама лично покинула территорию СНТ, нет. Вот когда выходишь из этого дома, если пойдешь, ну, как я стою, направо, да, то выход туда к калитке, а также к калитке можно повернуть налево и обойти вот там вдоль забора и также выйти туда к калитке. Здесь больше калиток нету, она вот одна только. И еще, как я знаю, есть калитка уже сзади СНТ, которая выходит в лес. Давайте подробнее посмотрим, что это вообще за место, где пропала Юля и что вокруг. СНТ находится около поселка Березовая пойма. В километре проходит трасса М7 «Волга». По ней можно доехать минут за 30 до Нижнего Новгорода. С других сторон дачи окружены лесами и болотами. Неподалеку есть кладбище. И вот в такую неизвестность посреди ночи ушла Юля. Полицейские и волонтеры поисково-спасательного отряда «Рысь» прочесывали окрестности. Темно уже было, но тем не менее походить, посмотреть, поискать, покричать. Результата никакого не было. Сотрудники отряда «Рысь» уехали на автомобиле вообще в лес вместе с моим мужем. Завязли там всеми колесами где-то в определенном месте в болоте. Потом, значит, за ними ездила еще одна машина, чтобы их оттуда вытащить. 21-летнюю Юлию Розову со вчерашнего вечера разыскивают родственники, волонтеры и кинологи с собаками. Пропала она при весьма странных обстоятельствах. Отбилась от компании и просто ушла в лес поздно ночью. Собака почувствовал запах. Хозяин, видишь, идет по следу. Нет, все. Если дальше собака не пошла, это о чем говорит? О том, что времени много прошло, о том, что утоптано много было. Погодные условия. Сейчас на текущий момент собака показала то, что у нас объект поисков заходил на земельный участок соседний. Вот, но в дальнейшем там следы пока что не обнаружены. Если собака выведет нас на тропу в лес, то, соответственно, нужно уже в дальнейшем местность прочесывать. Кстати, как позже сообщили волонтеры, в лесу следов так и не обнаружили, поэтому есть вероятность, что девушка просто где-то прячется. Ее поиски продолжаются. Когда приехала полиция, стала всех опрашивать, они стали говорить разное. Ничего не понятно, что происходит дальше. Начинается второй день от того, как Юлия пропала. Поиски проходили здесь 31-го, 1-2 на территории, значит, от СНТ до трассы М7. 3 числа мы поехали с моим мужем, мой муж и Дима, в СНТ, потому что должны были проверять дома. Но дом проверили только один, на который указал Дима, со словами, что в этом доме живет людоед без зубов. Кто
Что? Людоед без зубов. Эта фраза написана в протоколе. С чего не понравился ему вдруг человек, живущий в доме, я не знаю. Чем он привлек его внимание, я не знаю. Но обыскали, значит, вот этот дом. Все, это были все дома, что были осмотрены для того, чтобы как бы установить, находилась в каких-то из этих домов Юлия или нет. Был осмотрен дом, где они гуляли, и вот этот дом, где жил людоед без зубов. На тот момент, по словам охранника, здесь были 10-15 жилых домов. В них как бы, кто-то находился. И у нас одна из версий была, так как у Юли, разрядился телефон. Она вообще была девочка коммуникабельная. Она могла постучаться в любой дом, где горит свет, и попросить помощи или зарядить телефон, или, например, попросить телефон, чтобы связаться со мной. Проверяли очень внимательно участок от СНТ до трассы М7. Выяснили, что телефон Юли перестал работать как раз в этом радиусе. Юлю нашли на 6-й день. И совсем не там, где искали. В каком вы были состоянии в эти дни, когда Юля пропала, и неизвестно, что с ней, где она? У меня, конечно, была паника какая-то. Мне было непонятно, но, тем не менее, я старалась взять себя в руки. Я участвовала в поисках, чтобы как-то адекватно отвечать, адекватно реагировать, куда-то ехать, что-то, какие-то действия предпринимать. Но я пыталась взять себя в руки. И я, конечно, домой, когда приходила, у меня куча слез была, и меня тут тоже успокаивали, и там как бы говорили: подожди, подожди, найдется. И волонтеры тут мне, одна тоже из волонтеров писала: Наталья, мы ее найдем, Наталья, мы ее найдем, не плачьте, мы как бы вас поддерживаем, мы с вами, мы, какие-то находили слова. Тем не менее, было жутко. Было жутко, было непонимание. У меня в первую очередь было непонимание, почему моя дочь мне не позвонила. Волонтер говорит: да она куда-нибудь уехала, она от него спряталась. Я говорю: хорошо, уехала, спряталась. Я говорю: почему мне-то не сказала? Я говорю: у нас были с ней доверительные отношения. Если где бы, когда бы она ни находилась, она всегда мне говорила: мама, я там, забери меня, приедь. И, само собой, в голову приходили плохие мысли. Поэтому, говорю, я, наверное, давала волю слезам дома вечером, когда там находилась уже без людей. Вот так и во время нашего разговора. Хоть Наталье и тяжело вспоминать все эти детали. А дальше, поверьте, будет еще тяжелее, потому что будет еще больше жутких деталей. Но свои эмоции Наталья держит в себе. Такой она человек. Юлю Розову нашли совершенно случайно, в 5 километрах от дачи. Местный охотник проверял капканы и увидел среди поваленных деревьев и зарослей кустов тело девушки. Эксперты пришли к выводу, что Юля погибла от переохлаждения. Никакого криминала. Шла, заблудилась, и в какой-то момент силы ее покинули. Вот она и замерзла. Но Наталья не поверила в это. Было много странностей. В месте, где нашли дочь, в положении ее тела. Но все это мама Юли будет анализировать позже. А в тот самый день о том, что дочь найдена, Наталья узнала не от следователей, а от своих подруг. Мне звонили подруги. Наташ, там выложили фотографию с места обнаружения, и вроде мертвое тело твоей дочери. Я говорю: где там? Вот уже, говорит, в интернете выложили информацию, что Юль погибла. Я говорю: я сижу на диване, мне пока еще никто ничего не сказал. Я говорю: я вообще не знаю. А только потом уже позвонила сотрудница Следственного комитета и сказала: да, действительно, ваша дочь найдена, она погибла. Забирайте ее завтра из морга на Гагарина. Из Юльных вещей у меня уже практически ничего не осталось. Это халат, который она очень любила, тоже носила, он такой старенький, но тем не менее такой родной, такой теплый. Я другой раз даже прижму к себе, к груди, сижу вот так вот. В этом простеньком махровом халате Юля любила греться в таком теплом, уютном доме рядом с мамой.
Она вообще любила тепло и комфорт. Невозможно было представить, что ее дочь брела в кромешной тьме по незнакомым местам 5 километров. По мнению Натальи, было похоже на то, что дочь туда привезли, а до этого издевались над девушкой. Вот эта дорога, которой мы ездим. Есть еще дорога за СНТ, но она еще хуже. Здесь как-то еще более, просветы есть. А чтобы идти по той дороге, там вообще это надо знать, эту дорогу тоже так же. Я считаю, что ее вот до сюда довезли. А тут еще метров 300-400 нужно пройти вот по этой дороге. Здесь, так как она маленькая, худенькая, весит 40 килограмм, взрослому крепкому мужчине нет ни что положить ее на плечо и просто донести. Я считаю, что это спрятанное тело, что ее сюда привезли и спрятали. Мы специально вот после похорон с мужем, с сестрой пошли сами. И вот эту вот дорогу, что мы с вами сейчас вот проехали, мы шли пешком, пытаясь понять, как можно пройти, где можно пройти, можно ли где-то заблудиться, можно ли где-то в болото провалиться, увязнуть. Ну и, в общем, мы несколько раз пытались срезать дорогу, у нас не получилось срезать. В воду в какую-то попадали ногами, возвращались обратно на основную дорогу. По мнению Натальи, были и другие доказательства того, что Юля не могла сама сюда прийти, лечь и замерзнуть насмерть. Еще и по другим причинам. Потому, как выглядела одежда дочери и в каком положении было тело. Вот это место. Вон там 2 ствола березы, где лежало тело моей дочери. Между вот этих 2 стволов вот здесь вот лежало тело моей дочери. Мы не можем показать вам фотографии тела Юли на месте, где ее нашли. Но я попробую вам сейчас детально все рассказать и даже показать. Это важно, чтобы понять, почему Наталья не поверила в то, что ее дочь замерзла. Юля лежала на земле между 2 поваленных стволов берез. Вообще есть такое представление, что когда человек замерзает, он сворачивается в позу эмбриона. Но с Юлей этого не произошло. Ноги у нее были вытянуты, одна подогнута. Очень странно выглядели руки девушки. Я вам сейчас покажу, но надо сказать, что у меня с трудом получается так сложить руки. Вот так. Если включить воображение, то можно представить, что руки долгое время были связаны, и даже после того, как девушка погибла. Юля была полностью одета, и одежда была, на удивление, чистой и целой. А ведь Юля шла 5 километров ночью по снегу, продираясь сквозь ветки, кусты и деревья. Еще одна необычная деталь. Куртка была расстегнута, что вообще странно для замерзающего человека. И вообще я не хочу делать никаких выводов, я просто описываю то, что вижу своими глазами на этой фотографии. У нее ведь только был один кроссовок, и у нее под кроссовками были колготки совершенно целые. То есть она шла с одной ногой по снегу и не порвала колготки. Ноги чистые, руки чистые, куртка чистая. Кроссовка одного нету. Нога без кроссовки, в капроновых колготках, колготки не порваны. Если бы она шла как бы по лесной дороге без одной кроссовки, ноги бы, наверное, тоже были бы грязные. Самое интересное, что под ногтями после, экспертизы у нее только ее эпителий. Как можно идти 5 километров, падать и при этом не испачкать руки? Под ногтями ни песчинки, ни травинки, ни какой-то земли. Как это так может быть? Местность всю вот эту вот пройти. Без глаз останешься, одни ветки, одни поваленные деревья. Извините, тут когда днем идешь, ветки отодвигаешь руками, если ты там пройти куда-то хочешь. 5 километров в темноте, в лесу. Там и лицо поцарапаешь, и глаза выколешь, и куртку порвешь. Все порвешь себе. Я 6 лет задаю самый главный вопрос. Как она сюда дошла? Какие факты указывают на то, что она сюда дошла? Ответ. Дошла и все индивидуально. Я говорю, так это не факты, это ваши домыслы.
По логике, Юля, даже если у нее сразу сел телефон, должна была идти в сторону трассы, до которой был всего 1 километр. И можно было идти на звук. И как говорили жители СНТ, что ночью слышно шум трассы. Как можно уйти, говорят, вообще в лес и заблудиться? Но это нормально же, да? Любой человек все равно идет на шум трассы, на свет какой-то, а не вот лезет туда, где темно, ничего не слышно и ничего не видно. Следов Юли около этого места, что она сюда пришла, тоже нету, но зато есть след 40-го размера, направленный к ней. Это чей 40-го размера след? У нее 36-й. А где этот след еще раз? Направленный к ней рядом с телом. Рядом с телом был зафиксирован след 40-го размера, направленный к Юле. Значит, кто-то, опираясь на одну ногу, укладывал, получается, или смотрел, или что? Что это за след? Это явно не Юлин след. Вот здесь вот был расположен след 40-го размера. Они его сфотографировали, кому принадлежат, ну, не знаю. Вот здесь вот валялся ее рюкзак. Наташа, а какой там был мороз этой ночью? Ну, там до минус 5 градусов говорили. А реально замерзнуть в минус 5 градусов? Ну, навряд ли замерзнуть. Меня другое интересует. Если человеку холодно, он что в первую очередь сделает? Ну, хотя бы куртку застегнет. Ну, для того, чтобы как-то согреться. Вот она как вышла, вот так вот расстегнутая у нее, значит, распахнута куртка, она так и лежит. Как вообще может молодая девушка, которая, потерялась в лесу, допустим, как она может замерзнуть в минус 5? Я соглашусь, что моя дочь могла замерзнуть только в одном случае, что она была без сознания. Или ее вот уже мертвую положили. Мне говорят про то, что она была пьяная. Хорошо, она была пьяной, сильно пьяный человек, тем более не пройдет 5 километров ночью по лесной дороге в темноте. А насколько я знаю, в экспертизе нет никакого сильного опьянения, никаких веществ, ничего такого. По экспертизе у нас 0,5 промилле алкоголя в крови, что соответствует легкой степени опьянения. Наркотических веществ не найдено. Даже если посмотреть на камеру, где она прошла и попала последний раз, она идет бодрым, быстрым шагом. Она не падает, она не спотыкается, она не качается, ее не мотает, она идет уверенной походкой. Так если человек идет, когда человек идет все равно, наверное, как-то кровь-то разгоняется. Хочу обратить ваше внимание еще на один момент. В крови Юли не было никаких запрещенных веществ. И еще она не была в усмерть пьяной. В экспертизе было написано «легкая степень опьянения». Почему я вообще делаю акцент на этих фактах? Потому что когда история стала известна, появилось очень много злых комментариев, что девушка принимала вещества, что она вообще зависимая, что она любила выпить. И вот напилась или приняла что-то, упала и замерзла. Но ничего этого не было. Потом это не тот человек, я знаю характер своей дочери, это не тот человек, который придет, ляжет и будет умирать. Поза незамерзшего человека. Я это говорила все 6 лет. Они начинают оправдываться, говорят про то, что когда человек замерзает, позу эмбриона занимает, поджимает ноги. Но есть, говорит, и вторая, говорит, стадия, агония. Это когда вообще люди начинают раздеваться, срывать с себя одежду, мечутся, по местности, катаются там по земле, как-то ведут себя неадекватно. И с этим, возможно, Наталья согласилась бы. Но тут у нее не сходился еще один важный момент. Все тот же. Чистая, аккуратная одежда. И даже под ногтями нет никакой грязи. Даже если была агония, возвращаемся опять к ногтям. Как она срывала с себя одежду? Нет, она в одежде. Она что, сорвала с себя одежду, потом ее одела и аккуратненько все заправила, что ли? Нелогично. Наконец была готова экспертиза, и вопросов у Натальи только прибавилось. Оказалось, что на теле были повреждения, которые могли натолкнуть на мысль, что ее любили, и не только. Перед смертью над девушкой издевались. Ощущение, что все как-то странно, возникло после того, как мы получили экспертизу. Например, почему в экспертизе не описаны руки и лицо. Описаны только ноги и гематомы на ногах, 21 гематома.
На лице только, значит, рана, съеденная какими-то, значит, грызунами, что я вообще никак не допускаю. Я считаю, что это пробитая рана. На лице есть какие-то пятна, похожие на ожоги. У нее были синяки на ногах. 21 синяк. Так вот, мне следователи говорят, что 21 гематома образовались от того, что она шла и падала. Так, синяки. Вы говорите еще гематома. Да, у нее гематома на виске, на правом виске, отчетливо видно, тоже так же никем не описано. Еще что-то есть? Ссадина на носу, синяки под глазами, какие-то непонятные повреждения были на левой руке, вот на указательном пальце. Я не могла понять тоже, от чего это. Мне написали только, я так понимаю, что для отвода глаз, что это съели грызуны. Ну вот на носу были полосы от зубов, а что касается вот пробитой раны над верхней губой. Так, а что это за пробитая рана? У меня сложилось впечатление, что вот если у человека есть кольцо, и он, значит, бьет, и вот попало, например, над губой вот это вот кольцо, то как раз вот здесь вот кожа и пробилась, лопнула, там рваная рана. Рана от удара кулаком. Рана от удара кулаком, да. Эти слова мне подтвердил один знакомый полицейский. Когда мы с ним разговаривали, он говорит, покажи фотографию. И прям говорит моими словами, если на руке было кольцо, если стукнули, кольцом пробиваются, эти вот раны бьют, это прям рвутся на раз-два. У нее были какие-то следы от ожогов, да? Но я предполагаю, что это ожоги. А где? На лице. В 2 местах съеженная кожа. Я думаю, что это какие-то термические. И я говорю, ее сигаретой тыкали, что ли? Мне кто-то сказал, говорит, нет, это не от сигареты след. Так, следы от ожогов. На руке поперечный след, как от веревки, как от связок. На руке, на правом предплечье. На руке или на руках? На руке. Самое интересное, левая рука, она точно была сломана, потому что на фотографии видно, что она лежит неестественно. Про сломанную руку в экспертизе не написано. По словам Натальи, были обнаружены следы крови в интимных местах, и у нее складывалась своя картина того, что происходило с дочерью. Как издевался над ней преступник. Я считаю, что ее под рукой одной привязали. Вторую руку я не видела. Я считаю, что ее могли привязать там за правую руку. Левую ей сломали, стукнули по ней, чтобы она не сопротивлялась. Ее избивали. На ногах у нее 21 синяк, но это явно. Или пинали, или чем-то били. Кровь везде. Я считаю, что это было изнасилование. Я считаю, что просто над ней издевались. Откуда взялась эта кровь, почему у нее везде кровь? Этот вопрос задавала я на повторную экспертизу. Был конкретный вопрос, откуда на смывах кровь, почему? Мне ответили, что это гнилостные изменения. Я не нашла такого ответа нигде, ни в интернете, ни в какой литературе. Я очень долго искала. Я разговаривала с врачами, знакомыми, гинекологами, с экспертами. И ни один мне, ни врач, ни эксперт не подтвердил, что это норма. Мне сказали, что в гнилостных изменениях крови нету. А дата смерти какая была указана в первой экспертизе? Справка для захоронения мне выдана. В ней написано, значит, что дата смерти 30 октября. А в экспертизе эксперт пишет, что смерть наступила 2-4 дня от вскрытия. Вскрытие было 5 числа. Согласно этой экспертизе, моя дочь могла быть живой 2-4 дня. Я следователям задавала вопрос, где моя дочь была 2-4 дня. Ответ я не получила. Экспертиза подтвердила предположение следователей. Смерть Юли не носила криминальный характер. Тогда Наталья решила добиться процедуры, которую не под силу вынести многим родителям. Эксгумация тела. Наташа, а Диму подозревали? Я подозревала. Выяснилось, что, опять же, после Юлиной смерти, что Дима занимался продажей наркотиков. У него был какой-то интернет-магазин, и он, значит, вот торговал наркотиками. Почему я думала про Диму? Потому что если Юля с ним жила, я думаю, что она много чего знала. И ее могли убрать
как ненужного свидетеля, потому что, опять же, они там говорят, что она ему там чем-то пригрозила, что там я про тебя расскажу, когда уходила. Но мне непонятно другое. Если как бы человека хотят просто убрать, зачем издеваться? По словам Натальи, может быть, поэтому Дима пытался весь вечер забрать у Юли телефон. Кстати, его обнаружили там же, где нашли Юлю. Телефон. Такое ощущение, что ей его разбили, потому что очень странный телефон. На него или что-то сильное бросили, или его обо что-то вот ударили. Очень странно разбит телефон. Следователи не смогли якобы открыть и попасть, и что-то извлечь. Очень темная история, очень странная история. Я же говорю, вот 6 лет прошло, а я как не знала ответ на свои вопросы, так их и не знаю. Для чего он выхватывал телефон из рук моей дочери? Она очень много знала, как потом выяснилось, про его темные дела. Еще, может быть, про что-то знала. А может, после того, как Юля узнала, что у Димы есть другая девушка, она в сердцах пообещала, что расскажет про его темные дела. И вообще между ними в последнее время часто возникали конфликты. Они ссорились? Первые полгода у них были очень хорошие отношения. Юля ходила счастливая, довольная, улыбалась. А вот оставшийся год отношения у них были как бы нерадужные. Очень часто Юля уходила от него с вещами или без вещей. И я ее забирала. Она мне звонила, плакала: мама, забери меня. Я приезжала ее, забирала. Один раз уже вот незадолго до ее смерти я у нее спросила: Юля, ты уходишь? Он за тобой приходит, ты идешь обратно. Ты тогда не ходи, раз ты ушла, или тогда не бегай, находите компромиссы, о чем-то договаривайтесь. Зачем, говорю, ты убегаешь? На что она мне ответила: мама, почему при любой ссоре он меня всегда выгоняет? Этот вопрос я задала Диме. Я говорю: Дима, а если бы ты жил, например, в нашей квартире, в моей, да, а мы тебя при каждой ссоре бы вот с Юлей постоянно бы выгоняли, как, говорю, бы тебе понравилось? Он со мной согласился, сказал: да, тетя Наташа, это неправильно, больше этого не повторится. Ну, я думаю, что это определенное поведение, которое повторялось из раза к разу. Если человек постоянно так делает, тоже как бы входит в привычку. А как он ее возвращал? Он приходил к нам домой, стоял у подъезда, звонил в дверь или утром встречал, когда мы выходили с ней и ехали на работу. А вот, Наташа, знаете, как у них финансы распределялись? Кто какой вклад делал в совместную жизнь? Выяснилось после Юлиной смерти, что у них более 300 тысяч кредитов. Это 5 или 6. И все были оформлены на Юлю. Вот последние полгода они очень сильно ругались из-за того, что Дима не работал. И Юля мне жаловалась, говорила: мама, сейчас уже нужно будет платить кредиты, а Дима не работает. Ему вот предлагали одну работу, он сходил, отказался. Вторую сходил, отказался. Сегодня вот ему, например, на собеседование, он стоит там с другом пиво пьет. Он и на собеседование не пошел. А я сейчас получу все деньги, мне придется эти деньги заплатить за кредит. Наташа, а какие у них были отношения в финале уже? За 2 месяца до Юлиной гибели Дима устроился на работу. Но она радовалась тому, что он устроился на работу, как бы думала, что полегче будет вот в денежном плане-то. А насколько все-таки легче или не легче, она жаловалась, что все равно денег не хватает. А если отложить в сторону деньги? У него же была другая девушка, на самом деле. Об этом я узнала после Юлиной смерти. И Юль, я так поняла, не знала. И, может, она позвонила, та девушка, может, она написала, потому что Юля рассказывала, что у них был доступ к телефонам друг друга, они знали пароли, к мессенджерам, они могли зайти в контакт друг к другу, они знали пароли от всех страниц друг друга. Как же он завел еще одни отношения при этом? Может быть, какая-то была скрытая страница, может быть, он был зарегистрирован под другим каким-нибудь именем, а может быть, скрытый какой-то чат был. Я не знаю. Мне уже после Юлиной смерти рассказали Юлины подружки, что через 2 месяца после того, как он похоронил Юлю, он поехал в Сочи с другой девушкой отдыхать. Так скоро? Да, а через месяц после Юлиной гибели он выложил в Инстаграм фотографию с другой девушкой у него дома в обнимку. Когда Наталья спустя время после похорон дочери решила забрать ее вещи из квартиры Димы, то оказалось, что вещей там уже нет. На 40 дней
Мы были в кафе. Ко мне подошла мама Димы и спросила, там вещи Юлины лежат. Что с ними сделать? Я сказала, я Юлины вещи заберу, вы их только все соберите. Скажите, когда приехать, я заберу Юлины вещи, приеду, заберу. Мне кивнули головой. Как потом выяснилось, когда мы встречались с Димой, я говорю, Дим, а вещи-то где, когда их забрать-то? На что он мне ответил, они меня бесили, мама их выкинула. Я была в недоумении, я говорю, в смысле выкинула? На каком основании твоя мама выкинула вещи моего ребенка? Это мой ребенок. Я от них не отказывалась, я сказала, я заберу. В итоге мне не отдали ничего. Все, что осталось от Юли. Все, что было в той квартире, куда делось, неизвестно. Ну вот маечка осталась, которая лежит у меня в шифонере. Последняя. А помимо этого халата она очень любила одевать мой халат. Я прихожу домой, она сидит в моем халате. Я говорю, Юль, а ты что в моем халате? Мам, тебе что, жалко, что ли? Я говорю, ну мне не жалко, а что ты в моем халате-то? Ну, не знаю, может, таким образом я как-то хотела быть ближе ко мне. Она очень сильно любила, уже когда вот выросла, из этого халата одевать мой. Спустя время Дима все-таки оказался на скамье подсудимых. Но это не было связано со смертью Юли. Он был осужден за продажу запрещенных препаратов и сейчас отбывает наказание. Эксперты исследовали, конечно, и одежду Юли, и на ней обнаружили биологические следы. И даже, возможно, они принадлежали мужчине. Куртку забрали 4 ноября, экспертизу ее только отдали в конце ноября. Биологические следы проверять на одежде тоже почему-то экспертизу назначили только в апреле. Непонятно, почему тянули так много времени, для чего ждали. На вопрос, почему вы куртку не сразу отдали на экспертизу, он отвечает, а что мы должны были ее сырую отдать? Я говорю, так а какую же? Да, такая, какая есть, такую отправить. Изначально, когда они отдали всю одежду на экспертизу, выясняется, что на всей одежде найдены биологические следы с мужским генотипом. Что это за следы? Слюна, сперма, кровь. Ни один следователь не задался. Ну, найденные и найденные. И все сидят спокойно. Всем хорошо. В 2022 году мы добились того, что всю одежду просмотрели с определенными приборами. Вот эти вот какие-то следы, вот биологические следы на одежде светились бирюзовым. 34 выреза мы сделали со всей одежды. После того, как провели экспертизу, простат-специфический антиген, то есть сперма, найден только на одном вырезе. Я в это вообще никак не верю. И то есть сперма в одном только лоскутке, да? Якобы да. Ну хорошо, а там она откуда? Вы понимаете, они вызвали какого-то эксперта и спрашивают, а может ли быть такой вот антиген в женском теле? Ему отвечает эксперт, да, может, но надо проводить качественные исследования. Ну, этим самым, наверное, мне хотели сказать, что это ее какой-то след. На теле чужих биологических следов не нашли. Наталья считает, что после того, как неизвестные лишили Юлю жизни, они тщательно смыли все вещественные доказательства. Одна из версий была, что ее держали где-то в СНТ, и в СНТ именно в бане, потому что очень похоже, что на то, что ее намыли. У нее все пальчики вот такие вот рифленые какие-то были, вот когда из бани выходишь, вот такие вот распаренные руки. У нее были такие руки и такие же ноги, пятки такие же были. Вот у нас был вариант, что это баня. Однозначно ее вымыли, скрывая какие-то биологические следы. И, по крайней мере, это логично, где еще можно намыть руки, ноги человеку. Не возить с собой какие-то чаны, тазы, чтобы можно было это сделать в лесу. Мне следователи сказали, что были проверены дома, проверены машины, въезжающие, выезжающие, вот там за период какой-то, якобы с 3 часов, что ли, которые попали под камеру. Но это все неправда, они не проверяли машины. Они для чего-то проверили машины, проезжающие в период с 3 часов до 4 часов утра, 30 октября, по трассе М7. Мне вот непонятно, для чего это сделано. Чтобы дойти от СНТ до трассы, там нужно около часа. Если она в 3:30 вышла, это она там в 4:30 должна быть. А они проверяют с 3 до 4. А для чего вот этот период? Это для чего сделано?
Была еще и такая версия, что Юля все-таки дошла до трассы и поймала попутку. Это была машина, потому что у нее вилка от зарядника осталась в рюкзаке. Понятно, что не к дереву она пыталась подключиться и зарядить телефон. Понятно, что это какой-то USB-разъем в машине. Я так понимаю, что если это была какая-то машина, что просто наткнулся опять же не на того человека. То есть вы предполагаете, что ее злоумышленник схватил и несколько дней где-то держал, Да, обращаясь с ней жестоко и оставляя на ней все эти следы? да. От чего умерла моя дочь, я не знаю. Если, например, действительно сколько-то дней измывались, издевались, насиловали, то, извините, даже, мне кажется, просто человек может не выдержать. От страха, от ужаса, от боли. Опять же, порог болевой у всех разный. А потом, когда она умерла, ее просто туда выкинули. Это спрятанное тело. Я считаю, что это спрятанное тело. Но как доказать это? Возможно, повторная, более тщательная экспертиза покажет, что Юля была жертвой, а не просто замерзла в лесу. И тогда Наталья решилась на эксгумацию. Это было очень тяжелое решение, но она хотела узнать правду. И чтобы виновные в смерти дочери были найдены и наказаны. Каким образом вам удалось добиться эксгумации? Через 2 месяца после того, как вот моя дочь погибла, они хотели закрыть дело. Я говорю, как закрыть дело? Я говорю, нет. И я писала жалобу. Дело я не дам закрыть. И что назначайте экспертизу. Если не будет назначено, я пойду дальше. И вы понимаете, все в моем деле, вот для галочки. Она просила сделать эксгумацию, мы и сделали. Она просила следственный эксперимент, мы и сделали. А принесло это какого-то результата или не принесло, это вообще нету. Это делалось не для результата, а для галочки. В итоге повторная экспертиза так и не дала ответы на вопросы, которые мучили Наталью. Экспертиза по эксгумации, слово в слово списана экспертиза Александрова. Ну вы же делаете экспертизу по телу. Вот вы достали тело. Вы зачем списываете слово в слово экспертизу Александрова? Вы делаете свои выводы. Вы зачем смотрите, что описал он, что не описал? Захоронение повторное было без меня. Я даже не знаю, лежит она сейчас там или нет. Может, ее вообще там нет. Может, ее не перезахоронили куда-то. А на стене Юлины фотографии провисело 3 года. И так как вот все равно, это же больно. Достаешь утром, видишь ее, встаешь и видишь ее. И я не для того, чтобы забыть, а, наверное, чтобы как-то все равно немножко успокоиться, чтобы чуть-чуть было полегче. Я потом ее просто сняла со стены и убрала вот в дело. А если я хочу посмотреть, у меня есть фотографии в телефоне. Я чуть ли не каждый день смотрю ее фотографии. А если хочу услышать ее голос, то я смотрю видео. Последнее видео, которое мне прислал Дима, где Юля кормит голубей. Пришли мои лапки. Сейчас я вас накормлю. Наташа, а мне встречалось еще ваше интервью в статье, которая заглавлена «Что это, возможно, маньяк». Да, есть такое интервью. Я смотрела в интернете ролик о серийности преступлений в Нижнем Новгороде. И там говорится, что с 2010 года в Нижегородской области и в Нижнем Новгороде пропадают девочки и женщины. И действительно, в роликах в интернете и в разных статьях появлялась информация, что в Нижнем Новгороде и в области много лет орудует маньяк. И приводили в пример разные истории с исчезновением или смертью девушек. Вот только несколько пропавших, начиная с 2010 года. В городке под Нижним Новгородом бесследно исчезла Анна Кузнецова. Вышла из ночного клуба и пропала. А это Ксения Мальцева. Пошла в кино, это уже в самом Нижнем Новгороде. Вышла после сеанса, и больше ее никто не видел. Надя Виноградова тоже пропала бесследно, никаких свидетелей и улик. Также бесследно по дороге на учебу исчезла Юлия Садекова. Список можно продолжить. А были и те, кого после таинственного исчезновения находили. Они были жертвами неизвестных преступников. Одна из громких историй – убийство 19-летней Марии Гликиной. Вечером девушка шла домой,
По камерам наблюдения видно, как за ней шел мужчина, а дальше девушка исчезла. Ее изувеченное тело обнаружили в заброшенном доме. Преступника так и не нашли. Были и другие убийства, где по выбору жертвы и характеру преступления можно было предположить, что действовал маньяк, но официального подтверждения этому так и не появилось. И тайна осталась тайной. А там, где есть тайны, обязательно в какой-то момент появляются люди со сверхспособностями. Появилась такая женщина и в истории Натальи и увидела, что тут замешан маньяк. К нам приезжала Аида Мартиросян, и она нам по картам раскладывала и рассказывала. А мне это имя ничего не говорит. Это кто? Это таролог Аида Мартиросян, ее очень много показывают по телевизору. Вообще ни о чем не говорит, вот честно сказать. Я еще раз говорю, вот карты Таро – это как бы не панацея. Хотите – верьте, хотите – не верьте. Это как бы личное дело каждого. Кто-то говорит, а ты что, веришь картам? Вы знаете, после того, как вот она приехала, разложила карты, у меня все встало на свои места. Ну вот правда, можно верить, можно не верить. Я вот, например, поверил в эту версию, когда у нас была Аида, со мной рядом стояла мама девочки, пропавшей в 2012 году. Юля Садекова, которая пропала, вышла из дома в Володарске, пришла на остановку, поехала за аттестатом и пропала с остановки. И никто до сих пор не знает. Аида сказала, в общем, по этой съемке, что Юля наткнулась на маньяка, что ее били, издевались, было, значит, все. И потом еще она как-то так же ужаснулась. О, Боже, говорит, как тяжело, но она не думала, что так получится. И потом, когда она смотрела девочку вот этой женщины, она сказала, что у нас один человек. В общем, в пользу версии о том, что существует маньяк, говорит то, что пропадали и другие девочки. Да, так вот ее мама тоже тогда после передачи сказала: Наталья, вы хотя бы, говорит, знаете, где ваша дочь? А я, говорит, 12 лет ложусь и, говорит, думаю о своей дочери. Я до сих пор не знаю, где моя девочка. Ясно. В общем, в любом случае версия такая есть. Да. Наташа, у меня к вам есть несколько последних вопросов. Скажите, пожалуйста, Юля ваш единственный ребенок или у вас еще есть дети? У меня еще есть сын. И тут вот Алешка сначала идет, маленький. Через какое-то время Юля появляется. Это вот еще Леша. Вот Юль появилась. Вот наш Юльчонок. Вот маленький наш Юльчонок. Тоже постарше такая. И вот она так вот прям прильнула к Лёше. Ну, они везде, вон где фотографируются, везде в обнимку. У них такие вот теплые дружеские отношения. А вот я просто для уточнения. Вот ваш муж – это Юлин отец или нет? Нет, с Юлиным отцом мы разведены в 2008 году. А он как-то появлялся, узнав, что Юля погибла? Ну, на похоронах был, на поминки приходил. Все. А так, чтобы там прийти как-то о чем-то поговорить, нет. С отчимом у Юли были прекрасные отношения, а после трагедии он помогал Наталье в ее стремлении узнать правду о смерти дочери. Однажды привел знакомого эксперта, и тот рассказал много интересного. А это что за эксперт? Мой муж работал с человеком, который 10 лет проработал экспертом, ну, патологоанатом. Парень начал рассказывать, что вот там как бы он работал там-то, там-то, какие мистические ситуации у них были. А у меня муж, значит, спрашивает, а вот вы могли бы, например, по фотографиям сделать какие-то выводы? Он, конечно, говорит, если цветные фотографии, говорит, конечно, могу. И он приходил к нам домой. Я ему говорю, вот я думаю, что вот это ожоги. Он говорит, а это и есть ожоги. Я говорю, а на пальцах? Почему вот это вот какие-то вот, это так царапались? Он говорит, нет, говорит, это тоже ожоги. Кожа, говорит, так слезает от кипятка. Я говорю, так ей что, говорю, пальцы кипятком поливали? Он молчит. Я говорю, ноги. Он говорит, да, ноги, это гематома, это однозначно били по ногам. Опять же спрашиваю про кровь. Это значит микротрещины. Микротрещины – это... Нет. Вот видите, вот в этом месте, вот где пробитая рана, вот красное пятно, говорит, это гематома. Однозначно в этом месте был удар. Он сказал, что
Однозначно над ней издевались. А у нас и получается, что 2-4 дня она могла быть живой, то, говорит, человек мог просто умереть от остановки сердца. Человек мог просто не выдержать. По фотографии с места обнаружения он мне тоже все разложил. Вот, ну вот видите, вот руки лежат, вот как они были связаны, такое ощущение, так они и остались лежать. Посмотрите, как одеты брюки. Брюки одеты не до конца. Это говорит о том, что ее одевал человек, который не имеет опыта одевать трупы. Так а у нее все заправлено, да, вот, например, аккуратно она все. Ну вот иди по лесу, вот, все равно, ничего нигде не выехало. И он говорит, и однозначно говорит, вот, с 30 числа она здесь не лежала. Потому что, говорит, если бы она лежала столько времени, она бы не была такой чистой. Здесь под фотографией видно, что она чистая. Говорит, несмотря даже на время года, на ней бы однозначно, если бы она с 30 числа здесь лежала, образовались какие-то жучки-паучки, все равно что-то было. Нападало бы листьев, а потом дождь, снег, все равно бы и куртка, и лицо все равно были в грязи. Она чистая. Это вообще, говорит, похоже на то, что вот ее только-только выкинули. Наташа, а что сейчас происходит с делом? Дело закрыли 3 марта 2025 года. А мне встречалась информация, что его затребовал Бастрыкин. Буквально вот даже несколько статей свежих. Я в это не верю. Я считаю, что это очередная фикция. Вот, например, в 2023 году Бастрыкин запрашивал это дело трижды. И это написано для меня. Я вот на 100% уверена, что Бастрыкин о нашем деле даже не знает. Вот вы 6 лет добиваетесь чего? Я 6 лет добиваюсь правды. Я хочу узнать правду, что случилось с моей дочерью, кто виноват в ее смерти. Потому что я уверена, что это не замерзание. Иногда на обращение Натальи реагируют, приглашают к руководителям разного уровня, но ничего нового после этого, по словам Натальи, не происходит. Ну для чего нас позвали? Помолчать? Или опять же для галочки? А, там Розова написал Бастрыкину, надо здесь провести, значит, с ней встречу. Ну, к ним приходишь, какой вопрос не задаешь, все молчат. Но зато потом говорят, что Розова распускает сплетни, что сама придумала, сама распускает. Что я напридумала? Вот у меня 15 томов дела. Свои слова, любые слова я могу подтвердить вырезками из протоколов следственных экспериментов. Я все рассказываю, то, что есть вот там. Я сама ничего не выдумала. Ну вот в этой комнате жили Юля с Лешей. Вещи хранились в шифонере. До сих пор присутствуют Юлины игрушки мягкие. Это ее игрушки. Я никуда ее игрушки не убирала. Это все ее игрушки пока оставляю. Никуда их не отдаю никому. Это на Юльку похоже. Она любила этого зайку. Она спала с ним в обнимку. Вопрос, наверное, последний. Как вам кажется, вы смогли принять потерю Юли? До сих пор я не приняла потерю Юли. Я не знаю как, я не умею этого делать. Смириться я не могу, отпустить я не могу. Может быть, еще потому, что я не знаю правды. Если бы вот я знала правду, я, может быть, как-то еще, и побыстрее успокоилась, потому что, незнание – это еще хуже. Это вот как вот мама этой девочки, которая пропала 12 лет назад, она ложится и думает, где ее дочь, а я 6 лет ложусь и думаю, что произошло с моей дочерью. Где она была, кто ее бил, кто над ней издевался. И как отпустить ситуацию, как забыть. Как я могу забыть полжизни? Я ее каждый день вспоминаю. Я там езжу постоянно на кладбище. Каждую неделю, каждые 2 недели я была на кладбище. Мне муж говорит, ты зачем так часто ездишь, нельзя? Я говорю, я хочу, а мне ее не хватает. А я хочу с ней побыть, а я хочу с ней поговорить. А как мне? Меня туда тянет, я хочу на могилу к своему ребенку. Хоть там посидеть, хоть там около нее посидеть, с ней поговорить. Как отпустить? Научите, я не умею.